Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня воскресенье, 23 марта. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. В субботу, 22 марта, в ходе атаки на Метулу на севере Израиля с территории Ливана было выпущено 6 ракет, 3 из которых пересекли границу и были перехвачены средствами ПВО. Остальные 3 ракеты не достигли цели. Наши военные все еще расследуют, какая группировка стояла за атакой. Пока же никто не взял на себя ответственность, но Хизбалла в своем заявлении отрицает, что запускал ракеты. Сразу же после ракетного залпа армия обороны Израиля нанесла серию авиаударов по десяткам пусковых установок Хизбаллы и командному центру. Армия обороны Израиля комментирует, что будет противодействовать любой угрозе в Ливане, независимо от того, какая именно группировка в ней участвует. Ну и еще одно заявление террористической группировки Хизбалла. Она еще раз отрицает свою ответственность за субботний ракетный залп по северу Израиля. В своем заявлении Хизбалла говорит, что, цитирую, подтверждает свою приверженность соглашению о прекращении огня, а также поддерживает ливанское государство в борьбе с этой, цитирую, опасной эскалацией сионистов против Ливана. Конец цитаты. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац поручили армии обороны Израиля нанести удары по десяткам террористических объектов в Ливане в ответ на субботний залп по Метуле. Цитирую. Правительство Ливана несет ответственность за все, что происходит на их территории. Израиль не допустит никакого вреда своим гражданам и суверенитету и будет работать всеми способами, чтобы обеспечить безопасность израильских граждан и северных общин. Цаль готов к любому приказу, говорится в заявлении Нетаньяху и Каца. Тем временем наши военные говорят, что в ходе последней волны авиаударов армии обороны Израиля в Ливане целями были командные центры Хизбаллы, инфраструктура, боевики, ракетные установки и склад оружия. Удары наносились по всему Ливану. Это дополнение к первой волне ударов. Обе волны были ответом на ракетный залп из Ливана, напомню, по северу Израиля утром 22 марта. За последние 24 часа, по данным наших военных, израильские ВВС уже нанесли удары по более чем 200 целям в секторе Газа, Ливане и Сирии. Ливанская армия заявляет, что обнаружила 3 самодельные ракетные пусковые установки на юге Ливана, которые использовались во время утреннего залпа по Метуле. В заявлении ливанских вооруженных сил говорится, что пусковые установки были демонтированы. Цитирую. «Военные части продолжают принимать необходимые меры для контроля ситуации на юге», добавляют ливанские вооруженные силы. В это же время мэр Метулы Давид Азулай заявил, что из 8% жителей Метулы, которые вернулись после ноябрьского прекращения огня с Ливаном, некоторые снова уехали после субботнего ракетного залпа. Цитирую. «Возвращение жителей в Метулу в нынешних условиях нецелесообразно. Жители Метулы не будут заложниками угрозы безопасности», говорится в заявлении мэра Метулы. Министерство иностранных дел Франции в своем заявлении, цитирую, выражает глубокую обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий на юге Ливана. Далее цитирую. «Мы осуждаем ракетные залпы по Израилю с территории Ливана в прошлые выходные и призываем также Израиль проявить сдержанность в ответных действиях. Франция вновь подчеркивает важность сохранения значительного прогресса, который был достигнут в последние месяцы в обеспечении безопасности израильских граждан и ливанцев по обе стороны голубой линии», говорится в заявлении, в котором также сообщается, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро передал эти послания министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару, ну а еще министру иностранных дел
Тел-Ливана Йосефу Раджиджи. Далее к другим событиям. Несколько тысяч людей принимали участие в еженедельной антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве вчера в субботу, 22 марта. Если на предыдущих неделях протестующие занимали примерно половину площади, то на этой неделе они, похоже, уже заполонили всю площадь. Напомню, что всплеск участия произошел на фоне попыток премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу уволить главу Шабак Ронена Бара, а также юридического советника правительства Гали Барав-Миару, а также возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа, что и положило конец многонедельному прекращению огня. На большом экране, установленном на сцене, было написано «Остановим манию диктатуры». Толпа была увешана израильскими флагами, а также флагами и баннерами оппозиционных партий, например, таких как Еш Атид Яира Лапида. Кто финансирует протесты в Израиле? Ваше мнение оставляйте в комментариях под этим видео. Видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Вчера же вечером, 22 марта, во время протеста против правительства Израиля, полиция арестовала нескольких протестующих, которые действовали вопреки закону. Участники акции прорвали ограждение в 100 метрах от резиденции премьер-министра в Иерусалиме. Напомню, что по окончании акции протеста, которая прошла недалеко от Парижской площади в Иерусалиме, некоторые демонстранты направились в сторону резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу по близлежащим улицам и пересекли ограждение, ограждающее близлежащую зону протеста, в нарушение закона и постановления Высшего суда, утвержденной дистанции протеста в этом месте. Полиция продолжит обеспечивать свободу слова и протеста в соответствии с законом, но не допустит нарушений общественного порядка и беспорядков, которые осуществляются с нарушением закона, говорится в заявлении израильской полиции. В интервью 12-му телеканалу израильского телевидения бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак призвал юридического советника правительства Гали Барав-Миару объявить, что премьер-министр Биньямин Нетаньягу, цитирую, «должен взять самоотвод». Она должна объявить Нетаньягу недееспособным, заявляет Барак. Добавлю, что законопроект, защищающий Нетаньягу от приказа о самоотводе, был принят Кнессетом в 2023 году, но его реализация была отложена Высшим судом до начала следующего срока Кнессета после проведения выборов. Заявления Барака прозвучали за день до того, как кабинет Нетаньягу уже сегодня, в воскресенье 23 марта, должен рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия Барав-Миаре, которую министр юстиции Ярив Левин обвинил в политизации своего кабинета и неоднократном противодействии правительству. В защиту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу выступил министр связи Шломо Кари. Он говорит, что Нетаньягу, цитирую, «несет бремя еврейского и демократического государства с решимостью, ответственностью и четким мандатом от общественности», в то время как юридический советник правительства Гали Барав-Миара при поддержке Высшего суда давит народ и его избранных должностных лиц. «Сегодня, — продолжает Шломо Кари, — с Божьей помощью мы начнем это исправлять», пишет Шломо Кари в соцсети X под фотографией Барав-Миары, которая на рисунке ботинком давит Нетаньягу, держащего на своих плечах Израиль. Ну и главной теме выпуска. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу опубликовал видеообращение к гражданам еврейского государства. Далее цитирую. «Сегодня я сообщу вам факты, которые вас потрясут. Но перед этим я хочу дать понять, Ронен Бар не останется главой Шабак, гражданской войны не будет, и Израиль останется демократическим государством. Мы государство закона, и закон в государстве Израиль гласит, правительство Израиля имеет право прекратить полномочия главы Шабак до завершения его каденции». Именно так правительство и поступило. Но в последние дни звучат претензии, что якобы увольнение главы Шабак призвано предотвратить расследование по делу Катара.
Выслушайте от меня поразительные факты, которые должны беспокоить каждого и каждую из вас, граждан Израиля, продолжает премьер-министр. Вот эти факты. Мое недоверие к главе Шабак началось 7 октября ночью, когда он не разбудил меня и не разбудил остальных. И это недоверие росло вплоть до отстранения Ронена Бара из переговорной группы по заложникам. И все это произошло задолго до решения о начале расследования по делу Катара, подчеркнул глава правительства. Я считал, что правильным для завершения каденции главы Шабак Ронена Бара будет дождаться от него отчета, проведенного Шабак по причинам и результатам провала 7 октября 2023 года. Также было и с начальником генштаба Герци Алеви. Я дал главе Шабак распоряжение представить мне отчет до 15 февраля. 15 февраля, в тот день, когда он должен был подать мне отчет, Ронен Бар прислал мне письмо. Вот это письмо. Глава правительства показывает распечатанный документ, цитирую. 15 февраля, читает Нетаньягу письмо Бара, я хочу уведомить вас, что не могу подать вам отчет Общей службы безопасности в запрошенный вами срок. Ну а завершает Бар в своем письме следующей фразой. В свете всего вышесказанного я прошу вас позволить мне предоставить отчет не позднее 27 февраля. Вот только 27 февраля, говорит Нетаньягу, он не подал мне отчет. Он попросил очередную отсрочку еще на несколько дней. И снова я ему позволил это сделать. Но смотрите, что произошло. В тот самый день, уже 27 февраля вечером, по случайному совпадению, которое и представить невозможно, юридическая советница правительства Гали Барау-Миара сообщила о начале расследования по делу Катара. Начало расследования дела Катара 27 февраля, 9 часов вечера. Факты доказывают однозначно, не увольнение призвано предотвратить расследование, а напротив, расследование призвано предотвратить увольнение, подчеркивает глава правительства. И скажите мне сами, кто же здесь действует из посторонних побуждений, завершает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу в своем обращении к гражданам еврейского государства. Уже через несколько секунд мы продолжим главные новости Израиля. Следите оперативно за всей информацией в Израиле в нашем телеграм-канале. Подпишитесь уже сейчас. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также, если вы смотрите нас по телевизору, отсканируйте телефоном QR-код на ваших экранах. Так вы сразу попадете в телеграм-канал «Радио Нария». После нападения толпы харидим в прошлый четверг на мэра города Бейт-Шемеш Шмуэля Гринберга, когда десятки ультраортодоксальных мужчин напали на него и его семью, мэр Бейт-Шемеша Шмуэль Гринберг сетует на то, что теперь его свобода передвижения ограничена из-за угроз в его адрес. Напомню, что харидим перевернули машину мэра города, ну а также сын мэра попал в больницу. «Я здесь мэр, но я также и человек. Я не могу свободно ходить по своему городу. Город должен быть общественным пространством, где каждый может ходить без страха». Конец цитаты. Напомню, что Гринберг вызвал гнев наиболее радикально настроенных слоев населения харидим в Бейт-Шемеше из-за распоряжений его администрации о сносе незаконно построенных строений, включая и синагоги. «Это было ощущение реальной опасности для моей жизни», продолжает мэр Бейт-Шемеша. «Полицейские потребовали, чтобы я надел шлем. Они бросали в меня камни, палки и бутылки. Без полиции все закончилось бы иначе», рассказывает Гринберг. «Для харидим я символ правительства. Они пытаются противостоять правительству всеми способами. Каждый символ становится мишенью», завершает мэр Бейт-Шемеша. Посольство США в Иерусалиме публикует предупреждение о безопасности для американцев, которые находятся в израильской столице. В заявлении упоминается возобновление красного уровня предупреждения и масштабных демонстраций, имея в виду, соответственно, атаки баллистических ракет хуситов с территории Йемена, а также массовые протесты против попыток правительства уволить главу Шабак Ронена Бара и юридического советника правительства Гали Барау-Миару.
Полиция Израиля обнаружила и конфисковала уже 17-ю дикую обезьяну, которая была везена в Израиль контрабандой. Все найденные обезьяны передаются Управлению природы и парков Израиля, а также доставляются в израильский заповедник приматов в центральной части нашей страны. Там их помещают на карантин на срок до 2 недель в ожидании результатов анализов. Внимание наших слушателей! Появился фейковый канал новостей Израиля. Канал каждый день распространяет ложь, собирая ваши просмотры. Обратите внимание, на оригинальном канале Радио Нария на обложке видео указано, что это Радио Нария. Такая же информация есть и на нашем резервном канале. Фейковый канал использует обложки видео, которые идентичны обложкам канала Радио Нария. Уже в ближайшее время фейковый канал 2 мошенников будет заблокирован. Ну а мошенников мы покажем всей стране. Совсем скоро. Дождитесь. Каждый из вас уже прямо сейчас может поддержать канал Радио Нария. Сделать это очень просто. Нажмите на кнопку «Подписаться». Подпишитесь на наш YouTube-канал. 80% зрителей смотрят наш YouTube-канал без подписки. Также не забудьте под видео нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Если видео не понравилось, нажмите на палец вниз. Не забудьте оставить свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в понедельник, 24 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.